Привет, ребята, это Настя. Да, это то самое долгообещанное видео про мотивацию. В общем, как я 3 месяца назад и говорила, меня после интенсивной работы или учебы, вот несколько дней в таком режиме, что ты без выходных, вечерами работаешь, учишься, меня потом всегда, сколько я себя помню, одолевает апатия, когда я не то что ничего не хочу делать, я ничего не могу делать, мне все равно, как я сдам этот экзамен, как я презентую эту штуку на работе. Все, что мне хочется, это просто лежать и смотреть в одну точку. И это состояние само по себе проходит через день-два, и я опять мотивированная, меня опять все интересует, но я всегда падаю вот в эту пропасть. И я как-то всю свою жизнь это ни с кем не обсуждала, мне казалось, это такая слабость, надо никому об этом не рассказывать. И я думала, что я одна такая, что это просто мое неумение держать силу воли, быть трудоспособной на долгосрочной перспективе, и редко, когда я с кем-то обменивалась этой информацией, мне люди говорили, да, я такая же, я так удивлялась. Но, в общем, я и не подозревала до того, как я пошла на нейробиологию, что, оказывается, это такая вещь, которую мы не на 100% контролируем, как и все остальные наши поведения, потому что я не на 100% контролирую своим сознанием и своей силой воли, что я сейчас засну, что я сейчас сконцентрируюсь. Частично за меня это контролирует моя биология, без того, хочу я это или нет. И мотивация не исключение, но, кстати, имейте в виду, что мы говорим о мотивации не только такой, что это положительные эмоции сродни вдохновению, я что-то пошла и сделала с удовольствием. Нет, это мотивация к действию, это то, что тебя, человека, животного, толкает выполнить какое-то действие, например, встать, пойти на кухню поесть, или встать, найти работу, заработать деньги, чтобы поесть. Что такое мотивация на физиологическом уровне? Есть один нейротрансмиттер, он называется дофамин, который ответственен за наши мотивированные действия. Кстати, это тот же самый нейротрансмиттер, которого не хватает в случае Паркинсонс болезни, когда человек, самый главный ее симптом, не может инициировать действия. Опять же, да, инициация, мотивация к действию, инициация. Здесь немножко другой, тот же дофамин задействован, но в других участках мозга, но в любом случае то же самое, его недостаточность, его нехватка приводит к ослаблению мотивированного поведения, что мы в обычной жизни называем апатией. Апатию не надо путать с депрессией, это не неспособность получать удовольствие. Человек, который имеет слабую мотивацию, он продолжает также получать удовольствие от каких-то вещей. Если я подарю вам дом с бассейном, то вы будете так же счастливы, как если бы у вас не было проблем с мотивацией, но вы не сможете пойти и заработать на этот дом самостоятельно путем мотивированного действия. Да, какой-то уровень дофамина, он у нас врожденный, и было исследование, что мыши, которые чуть ли не в 2 раза больше бегали в этих своих колесах, у них была более развитая дофаминная система. Или другое исследование о том, что люди, которые страдают прокрастинацией, у них был выявлен проблема с геном, который кодирует рецепторы дофаминные. Но мы не вешаем рук, потому что в нашем теле все так или иначе генетически обусловлено. Тем не менее, даже на это мы и можем влиять через наш образ жизни. И вот как раз-таки здесь это то место, где мы можем проявить волевое решение и контроль, и это то, чего я раньше не понимала, потому что чихало мое тело на мои волевые решения. «Помоги мне биологически», — говорит оно мне. Так вот, что мы можем сделать, чтобы держать уровень дофамина путем своего образа жизни на хорошем уровне? Первое — это ограничение калорий, которые ты потребляешь каждый день. Вообще, в целом, ограничение калорий связано с долгожительством, но именно в контексте нейротрансмиттеров диета, которая постоянная, ты потребляешь меньше калорий на долгосрочной перспективе, чуть-чуть меньше, но долго, приводит к тому, что нейроны, которые производят допамин, они более активны. И не спрашивайте меня, что значит потребление меньшего количества калорий, я не знаю и не хочу знать, потому что я знаю, что я не буду этого высчитывать, но что я знаю на практическом уровне, это то, что да, я могу есть меньше сахара, меньше простых углеводов, есть больше фруктов и в целом просто вставать из-за стола с легким чувством голода, как это должно быть, а не чувствуя, что мне надо сейчас прилечь и поспать. И, кстати, в этом плане в последние 2-3 месяца я сделала огромный прогресс в именно уменьшении калорийности, не в меньшей мере именно из-за этой темы, которую, как вы знаете, я начала ресерчить еще в начале декабря. Слишком много сахара также понижает дофамин. Более того, я читала в одном исследовании, что для подростков это особенно критично, потому что слишком большое количество сахара в подростковом возрасте приводит к тому, что дофаминная система
этого человека уже когда он станет взрослым, будет работать не оптимально. Слишком много сахара, пока ты подросток, плохая мотивация, когда ты взрослый. Ну и в целом по питанию дофамин — это нейротрансмиттер, который наше тело производит из аминокислоты L-tyrosine, которую мы получаем вместе с продуктами, которыми мы едим. Поэтому если мы будем есть больше продуктов, которые содержат L-tyrosine, это будет давать нашему телу больше строительного материала для того, чтобы производить дофамин. Дальше, конечно же, спорт. Если вы вдруг не смотрели мое видео о том, как аэробная нагрузка балансирует наш нейрококтейль вот здесь, то, пожалуйста, вот если вы хотите одно видео посмотреть на моем канале, посмотрите это видео, потому что ничто, как спорт, так не чинит вот это вот без каких-либо побочек. И в том числе дофамин, его производство регулируется, и просто система работы дофамина регулируется путем аэробных нагрузок. Мне также попадались исследования про то, как медитация увеличивает выброс дофамина, и под моими видео с медитациями буквально несколько человек написали, что это эзотерика, и специально для вас, если вы меня все еще смотрите, я просто хотела подчеркнуть, что медитация — это упражнения по концентрации для мозга такие же, как силовые упражнения, это упражнения для увеличения наших мышц. И так же, как в этом случае, происходят структурные и химические изменения, о которых уже десятилетия наука знает и поэтому изучается эзотерикой. Это может быть интерпретировано в в таком контексте, но в научном контексте это undeniable, тот факт, который нельзя отвергать, что медитация имеет положительный эффект на здоровье нашего головного мозга. Ну и, конечно, разбивание большого задания на маленькие перевариваемые шаги, и выполнение каждого этого маленького шага дает вспрыск дофамина. Но я уже много раз рассказывала об этом на канале, поэтому я залинклю видео внизу, если вам нужны детали. Ну так и что там с ленью, апатией, нежеланием ничего делать после интенсивной работы? История такая: когда мы очень долго находимся на каких-то стимуляторах, например, это могут быть ноотропы, я против, вы знаете, или, может быть, это наркотические свойства, или, как сказала моя профессор, когда мы очень интенсивно работаем в состоянии потока, когда вот все вокруг нас мотивированы и пашут нон-стоп, и мы тоже хотим, как все, так вот, длительное такое состояние приводит к тому, что дофамин производится очень быстро и используется очень быстро. И если такое состояние длится очень долго, это рано или поздно приведет к истощению. И тогда ты действительно просто не можешь встать, и тебе на все наплевать. Вот вам простой ответ, почему после интенсивной работы не хочется потом какое-то время ничего делать. И моя преподавательница говорила об этом в контексте того, что дальше восстановление дофамина идет с разной скоростью у разных людей. Кому-то достаточно просто поспать одну ночь, на утро они просыпаются, и мотивация вернулась к ним. Другим людям необходим 1 или 2 дня. И она говорила об этом как руководитель нескольких научных групп. Она говорила о том, что у нее самой быстро происходит это восстановление, но она, зная это, ответственно подходит к тому, как она вовлекает других людей в работу, потому что кому-то после таких интенсивных забегов, которых она лично сама любит делать, кто-то потом выпадет из рабочего ритма на несколько дней, и она просто призывала других лидеров, других менеджеров знать об этой особенности и не всегда не судить по себе, и также, зная это, мы можем лучше распределять работу нашей команды для того, чтобы они не просто могли на спринтах хорошие результаты показывать, но могли и марафон пробежать. Ну и, конечно же, каждый из нас должен учитывать это также, когда мы менеджим свое время, то есть не доводить себя до дофаминного истощения, а если все-таки к этому пришло, то не ругать себя за это и не пытаться выжать из себя последнее, просто относиться к этому как к недосыпу, потому что когда мы хотим спать, мы не говорим, что ты лузер, ты тряпка, у тебя нет силы воли, мы понимаем, что нашему организму надо спать, с этим не поспоришь. Так вот, к дофаминному истощению нужно относиться точно так же, что просто это такой период, и стараться спать регулярно, давать себе отдых регулярно для того, чтобы к этому истощению не доходило. И вы, наверное, помните, что я уже 2 года на вопрос, как не потерять мотивацию, отвечаю, что нужно вечером перестать работать, даже если ты все равно хочешь продолжать учиться или работать, нужно закончить для того, чтобы к утру соскучиться. Я это воспринимала, интерпретировала и говорила себе, что мне надо соскучиться. Оказывается, просто моему дофамину надо восстановиться, и поэтому это для меня работало. Так что, когда мы менеджем продуктивность, надо менеджить не только задание, не только время, но надо менеджить свой образ жизни, который
indirectly, косвенно менеджит нашу биологию. И вот вам 3 вопроса после сегодняшнего видео. Первое — это какие 3 аспекта питания могут положительно влиять на дофамин. Второе — это какие есть 2 другие активности, которые мы можем делать для того, чтобы повысить уровень дофамина. И третье — это как смотивировать себя на выполнение какого-то громоздкого, большого, долгосрочного задания. Это все на сегодня, ребят. Берегите свой дофамин. Пока!